morning, and although Доброе my утро. godson is professor of Russian at the Sorbonne, I'm afraid И мой his knowledge of your beautiful крестный language сын, did not rub onto me, so I'll have to speak in я English, and I hope должен you'll буду follow говорить me. по-английски, и я надеюсь, вы будете за мной The следить, first thing I would like to tell уследить за you мной. is that, Наверное, if первая вещь, которую я хотел anything, вам сказать, risk management is a school of humility. You never know you know. You're риск-менеджмент never sure you've done everything. это And you школа should always унижения. be alert to change things as they come around. Вы должны все время быть способны изменить вещи, если приходит ситуация определенная. Если вы говорите, что в чем-то уверены, вы, наверное, вы как риск-менеджер мертвы. Вы должны быть все время на чеку. Вы должны все время быть готовы к тому, что риск проявится. Может, вы помните Дона Рамсфелда? Мы знаем, что риск, который мы знаем, и мы должны использовать инструменты кросс-менеджмента. Часто предупреждение — это очень тихий, едва различимый звук, едва слышимый звук. И вы должны быть очень внимательны к этим тихим предупреждениям. И если вы об этом знаете, что собирается определенный момент, когда это проявится. Это основное, это ключевое положение, ключевая мысль. Мы пройдемся быстро по этим слайдам, но одно замечание. Они не самодостаточные. Пожалуйста, видите мой электронный адрес в конце, и, пожалуйста, позвоните мне, я вам пришлю статьи и объясню это в деталях. Что я хочу вам сказать в ближайшие 20 минут? Это на самом деле выжимка из 4-дневного курса. Это работает. Первая вещь, которую я хотел, чтобы вы поняли, вы уже слышали, я уверен, и вы читали про управление рисками в масштабе организации. Пожалуйста, не забывайте слово из 4 букв «wide» в середине. The right way is enterprise-wide risk management, and in spite of all my efforts, несмотря на все мои попытки в Канаде и в Америке, я никогда не был возможно сделать это именно так, wide, широко, в масштабах организации. Если я сделаю это широко, то найдут это. Самое главное, мы забываем часто именно о масштабе, о том, что это охватит весь масштаб организации, wide. Что же такое эта идея? Что такое ERM? Какая разница с TRM, традиционным риск-менеджментом? Самое главное, это то, что это является делом каждого. Это первая вещь, которую мы должны понять. Последние 20 лет я обучал и тренировал риск-менеджеров. Я видел всю эволюцию. Я начал там же, где все люди моего поколения. Но вы должны выходить из этих своих рамок, если мы хотим сохранить знания. Это важно понять. Это все разделилось на два направления. От одного человека, который покупает страховку в штаб-квартире. Это становится работой каждого, а не какого-то одного человека. И на всех уровнях. Есть, конечно, управление рисками на уровне совета директоров, но конечно, он генерирует видение, миссии перед тем, как прийти к критическим задачам. Как это происходит?
Но время меняется, и среда меняется. Какая наша миссия сегодня? Она та же самая. Это очень долгосрочный, это большой путь, большой срок. Когда мы говорим о стратегических задачах на уровне директоров, да, и они восстанавливают их. Но на тактическом уровне миссия — это стратегия долгосрочного выживания. Но вы отвечаете, то есть вы последовательны и соответствуете тем людям, которые вокруг вас. Это значит быть соответствовать вашим держателям ставок. Стратегический объект обычно это где-то в пределах 5 лет. Тактически это где-то 1,5 года или 2 года. То, что значит, что вы ожидаете, что от вас ожидают, что должны сделать. Если каждый представляет собой риск-менеджера, я говорю про ваше поколение, это люди, которые между 25-30 лет, это может быть довольно широкий интервал. И вы должны понять, как вы хотите их обучать. Идея — это непрерывное обучение. Не просто не думать, что это просто случится за 2 дня, как сегодня. Может быть, мы опять соберемся, и они вернутся к нам. Это небольшая группа. Это тема обучения на работе. Это, как называется, как фармацевтическая акция, как лечение. Это как обучение действиям. Это как обучение действиям. I'm sorry, as I couldn't hear what the manager to talk to you with saying, but I'm sure я не знаю, что говорить с вами менеджеры по управлению риском, но, наверное, топ-менеджеры вас спросят топ-менеджеры. Эти основные фундаментальные вопросы, которые могут быть заданы. Как ИРМ создает ценность? Вы можете пойти несколько дальше. Как это создает ценность с малой буквы? Это не только не считается, это не только финансовая ценность, но это то, чтобы делать правильные вещи в правильное время, правильными людьми. Как важно, как может измерить успех? Восход риск-менеджмента, это значит восход менеджмента. Наиболее посвященные генеральные директора, они будут смотреть выше, поверх голов. Мы говорим о тех рисках, которые могут убить вас. Надеюсь, никогда не произойдет, но это возможно, иногда происходит. Когда смотрите, например, вы смотрите на 100 лет вперед, или там на 1000 лет вперед, например, или о войне, или мы говорим о естественных катастрофах, о природных катастрофах. Мы должны найти критерий, который поможет вам измерить, ежегодно измерить и демонстрировать прогресс. Да, как вы говорите про создание ценности, но как это, от чего это стоит? И когда смотрим на ресурсы, это не только финансовый ресурс. Я говорю о знаниях, о компетенциях. Имеются у нас такие компетенции, или как мы достигнем компетенций, как мы их воспитаем. Допустим, если мы внедряем ИРМ, это касается прежде всего среднего менеджмента. Люди в полях понимают, что такое потерять что-то, допустим, руку или глаз. Это то, что вы все-таки ИРМ, это все-таки называется что-то новое, что меняет их работу. Чтобы они разговаривали с вами людьми.
Разговаривайте с ними, узнавайте. Вы знаете, что это интересно? Вы знаете, что менеджеры не разговаривают со своими работниками. Например, в Китае вообще невозможно, никто не говорит с ними. It's about telling when the king is naked to say the king is naked. Ну, вы знаете, когда король голый, сказать, что король голый, это опасная работа, опасная задача. Потому что если скажете, что король голый, королю может не понравиться. Это уже 20 лет, я думаю, что вы знаете, вы видели это. Это треугольник, который считается, что это ключ, это ключ к решению проблем. Ну, управление — это и ваше это колесо управления, это руль. Чтобы поднять, нужно смотреть в будущее. Это как автомобиль без двигателя, где энергия, где движение. Компания сегодня, частная или публичная, может управляться только если то менеджмент может постоянно анализировать стратегию. Миссия может оставаться. Ну, иногда может даже иногда должна быть проверена на предмет соответствия изменяющимся обстоятельствам. И должна быть изменена, если нужно. Говорите языком ISO 31000. Бизнес-устойчивость — это ключ. Происходит через эти вот ключи. Но бизнес-устойчивость — это не персональная вещь. Это всегда группа, это всегда некий круг. Это группа, круг стран. Мы должны быть вместе, чтобы быть успешными. И мне кажется, что не все наши лидеры это понимают. Мы должны сидеть вместе, либо умереть вместе. Это ключ для понимания. Но мы, на самом деле, мы зависим от нашего круга, от нашей сети наших контактов. Например, знаете, ограничения, например, сотрудников по закупкам. Он должен быть, например, заинтересован в рисках внутри компании, но в том числе и вне компании. Это означает, что бизнес-устойчивость, управление устойчивостью должна быть циклический подход. Вы должны иметь дело с риск-менеджером и в сообществе, и даже на уровне государства. Нам необходимо обучать людей в управлению рисками. Что они как они будут воспринимать? И что, потому что Господь сказал, нет, забудьте об этом. Он еще об этом не говорил. Все спрашивают, что это для меня. Компетенции это на самом деле вторично для них. Как много and that's why I'm straining on you. Their attention span is about 15 minutes, and they want to know what there's in it for them. So that's why I'm saying the way to sell risk management to that middle management идеи управления рисками в среднем управлении, это потому что в конце концов управление рисками это наилучший способ достижения своих целей для каждого, не для совета директоров, даже для успеха вашего отца. Я покажу вам то, что вам может быть непривычным.
ask the permission to use it. It's my vision of the Должны спросить моего разрешения использовать это. Luckily they refused actually, but because a German explained to me, немцы объяснил мне, великолепный человек, process has to be square, cannot be round. Этот процесс должен быть квадратным, но он может быть круглым. Если вы посмотрите на эту диаграмму, поймете, что я имею в виду. Исследование контекста — это ключ, это очень важно. Но определить главные задачи, правильные задачи, которые помогут вам достичь своей миссии. Выполнить свои. И если даже стратегические задачи могут быть изменены, если они должны быть изменены. Процесс, который это оценка рисков, преодоление риска и мониторинг, анализ. О репутации. Самое важное — это надо общаться со держателем ставок и консультироваться. Это ваши люди выходят за пределы и разговаривают с ними. И, может быть, это самая тяжелая часть. И вы должны обучать своих людей, как идти и говорить с людьми. Это нелегко, потому что ваш средний менеджмент ненавидит. Как я должен что, идти говорить с мэром? С этими глупыми людьми? Нет, потому что если ты не будешь говорить, ты умрешь. Да, давай, отличные возможности и полномочия для этих людей, но это важно. I know your CEOs are like mine. И знаете, что ваш They love to give responsibility to people, but they retain the authority. Они не могут давать, но они все-таки оставляют полномочия за собой. In an earthquake-prone area, a building that is so rigid that it won't move. See what it happens, even with a 5 or a 6. What I'm asking is to build for 10. Что я говорю о том, что нужно. Therefore, in fact, таким образом, на самом деле, компания это целый портфель рисков, портфель опасностей. And those stupid internal auditors, whom I love because I work with them, want to speak about risk and opportunities. Когда вы говорите о рисках и возможностях, нет. Риск нейтрален. Может произойти, может нет. Но что на самом деле это опасность. Иногда вы имеете и то, и другое. И идея, как можно гармонично, как только люди поймут, как только генеральный директор поймет, или инвестор поймет, долгосрочный возврат их инвестиций, и в таком случае люди довольны этим, но не провоцируют людей на революцию, то, что мы видим сейчас во Франции. Как только они это поймут, может быть, они... All the standards you read will tell you identify risks. То, что все пособия говорят, пожалуйста, определите риск. Для меня это означает три элемента. Ресурсы. Какие ресурсы вам нужны, чтобы достигнуть своих целей? Or give you an unexpected bonus of resource that you may waste if you're not ready to use them. And of course, a study of the consequences. Конечно, исследование последствий. Когда вы идентифицируете ресурс и событие или опасность, этот анализ, можете как-то их пронумеровать, как с точки зрения эффекта или воздействия. Это очень интересный, очень эффективный инструмент. Не все могут понять это, может быть, но... чтобы быть уверенным, что вы не оставили ни риск без внимания, и у вас есть разные ресурсы, это техническая информация, партнеры, финансы, и у вас есть разные виды рисков. У вас разные экономические, природные, производственные,
I distinguish between people who are bright but change the system without warning you. Риски. And people who are smart and want to steal from you. И такие есть люди, которые хотят у вас что-то украсть. И кто хочет у вас украсть вас для своих собственных целей. Иногда кто хочет, что они хотят публичности для себя. Сейчас покажу вам эту детальную информацию, как это использовать. Я не хочу упоминать много деталей, но если, когда вы управляете компанией, как вы управляете рисками, и когда вы хотите, вы должны определить своих владельцев риска, должны понять, что ваша компания представляет собой, некий департамент по рискам, но у вас должен быть менеджер, который имеет полномочия и обязанности по управлению риском. И на самом деле вы должны спросить его несколько вопросов. Это процесс опроса, это начало обучения среднего менеджмента. Вы проходите все эти вопросы, и чтобы определить риск, и у вас есть некоторый инструмент, некая группа. И, наконец, должно прийти анализ текущего состояния с тем, где вы хотите быть. И какие ресурсы. И если нужно понять на английском, есть даже, я вам дам ссылку на мои русские буквы. Но есть еще и на английском книга. Я вам дам ссылку. Если в начальном интервью для обучения вы проходите через весь путь объяснения, почему это важно. И это их ответственность, чтобы они обеспечили непрерывность. И планировать, иметь план обеспечения непрерывности. Но некоторые вещи мы так находимся далеко, что они могут измерить их сами. Вещь, которую я бы хотел, чтобы использовали в наших этих условиях, это очень простая версия. Британцы это используют. Я немножко это изменил, потому что я хотел бы знать, какие методы контроля есть у меня над риском. Видите, я немножко разделил. И я смотрю, что происходит от внешних условий, внутренних соответствий, внутренних обстоятельств партнеров. Как вы обучаете своих сотрудников? Мы разработали на французском, на английском. Мы разработали такой документ, который называется ОНР 49000. Это некое руководство, как использовать стандарты ISO 31000. Вы можете, если есть на английском, копия есть на английском, на французском, на немецком. Если вы хотите это перевести на русский, я думаю, что они, может быть, вам разрешат это перевести. Это потрясающий способ обучения. Если есть вопросы, мы это обсудим. Еще что управление рисками совсем это не новая вещь. Когда это родился, это два француза Паскаль обсуждали вероятность. И все люди поняли, что убивать людей, убивать животных, это является лучший способ прийти к будущему.
Я мне кажется, что статистика очень важна, но это не является ключом. Математика всегда выше, всегда дальше, всегда впереди была разработана теория хаоса в прошлом веке, чтобы помочь людям понять. И мы сейчас понимаем, что разрывы, в конце концов, могут быть очень опасны. И вы можете пропустить эти тихие сигналы. И настоящий риск управления рисками — это управлять именно инновациями, новым. Это моя главная идея на сегодняшний день. Спасибо большое за ваше внимание.